Как вы представляете себе север? Холод, снега, медведь посапывает в берлоге или крадется по ледяному озеру лис, волнующе шумит тайга или безмолвствует бескрайняя тундра. Но Кольский полуостров – уникальное место, которое удивляет каждый раз, когда ты думаешь, что хоть немного приблизился к разгадке его тайны. Сегодня приглашаю вас посмотреть, как живет старинная поморская деревня, медленно погружающаяся в пески. Мы едем в арктическую пустыню. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата, история жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. Всем добро пожаловать за полярный круг! Сквозь светлый сосновый бор, заросший ягелем и брусникой, а ныне укрытый все еще внушительным слоем чистого снега, блеснет вдруг далекая полоска голубоватого льда, мелькнет темной каплей тюленья тушка, и ты понимаешь, спящее море совсем близко. А чуть погодя, покажутся седые крыши добротных изб. Приблизься немного, и вот уже рыбачьи сараи, старые северяне, задумчиво вглядываются в простор моря, которое настолько точно названо белым. Деревни официально больше не существует, ее давно присоединили к соседнему поселку, но, как видите, это не значит, что ее нет. Словно сама лазурь весеннего неба соскользнула на новенький купол церкви. И тишина меж аккуратных домиков стоит такая, что, кажется, слышишь, как стаивает снег под солнцем. Забравшись на крайний север, к берегам Северного Ледовитого океана, преодолев сотни и тысячи километров по плохим дорогам, сквозь леса и болота, верно рассчитываешь увидеть совсем не то. Но поморские деревни на южном побережье Кольского только по официальным данным существуют уже 1000 лет и, к моей величайшей радости, продолжают жить. Да, не все и не в былых масштабах. Больше не приходят сюда торговать Норвегия и архангельские поморы, нет больше крупных ярмарок, соливарен и рудников, а местами нет и дорог и электричества, прямо как в былые времена. Но люди здесь есть, а значит, есть и надежда. Хотя порой и тяжело понять, что их удерживает, давайте все же попробуем. Там, где большая Кольская река впадает в Белое море и где сосновый лес потихоньку отступает перед природой, прибывают к лесному берегу волны. Но не те, к которым мы привыкли. Они беззвучны и белые, но не менее подвижны, чем морские. Поверхность их также обманчива, они формируют холмы и долины, и также быстро их разрушают. Все, что вы видите, это не снежная пустыня, а вполне настоящая. Перед нами многие километры песка. Здесь и летом далеко не всякий автомобиль проедет, а зимой единственный вид транспорта – снегоход. Неспешно двигаясь на буране, минуешь километры пустоши. И спустя время из песка и снега начинают один за одним вырастать поморские кресты. А потом и вовсе деревенское кладбище, а за ним село, которое полтысячелетия зовется Кузымень. Кузыменские пески известны не 100 лет. Причиной появления здесь, в некогда богатом селе, название которого с амского и карельского переводится как «еловый мыс», песчаной пустыни, традиционно называется негативная деятельность человека. Мол, повырубали поморы за несколько сотен лет леса на продажу, на дома да на корабли, повытоптали скотиной, и вот теперь пустыня наступает, укрывая песком и село, и многие километры вокруг. Но мне представляется, что человек, хоть безусловно и ускоривший этот процесс, все же не основной его виновник. Лес рубили здесь повсеместно, да и на побережье он не лучшего качества. И да, привязанный домашний северный олень может выйти и вытоптать подчистую круг до 15 метров в диаметре.
Но во многих местах нашей страны можно совершенно неожиданно встретить все более оголяющиеся песчаные дюны, там, где ни жилья, ни человека с его деятельностью в помине не было. Здесь же, на Кольском, свою лепту вносят и постоянные штормовые ветры с Белого моря, уносящие легкие пески все дальше в тайгу и укрывающие ими плодородную почву. К примеру, местная метеостанция 100 лет назад фиксировала потопивший десятки кораблей ветер в 15 метров в секунду, длившийся в течение 24 дней подряд. Поэтому традиционных деревенских огородов здесь в селе не встретишь. Если что и вырастет, так тут же занесет песком. Но место это всегда было славно традиционным северным промыслом – рыбным. Издавна поморы ловили здесь семгу, которую единственную называли рыбой. И именно местная семга ценилась очень высоко. Пески вредят и ей. Мелеет река, уходит семга. Но война с песком здесь ведется с переменным успехом, но все же. Ставят заборы и, главное, сажают сосны, чтобы те удерживали почву. Так и живут люди на небольшом песчаном мысу в борьбе с холодом, морем и песком. Но село свое не бросают. Здесь и зимой есть жизнь. А вот, кстати, и она. Самые знаменитые местные обитатели – дикие кольские лошади. Редкий посетитель полуострова не слыхал о них. Но в этой части Кольского, вопреки стереотипному мнению, табун совсем невелик, в отличие от более отдаленных территорий Терского берега. Лошадей завезли на Кольский больше полувека назад, а дальше то ли не смогли прокормить, то ли приручить, так и пасутся они на воле, самостоятельно добывая пропитание. Лошадки эти якутской породы, приземистые, шерстяные, привычные к холоду. Самое тяжелое время для них, конечно, зима. Местные волонтеры иногда собирают денег на корм, мы вот купили для них немножко яблок в местном магазине, но часть холодного времени лошадки голодают. Этой зимой, к счастью, выжили все и даже ожидают пополнения, хотя у них в семье давно наметился демографический кризис, всего одна кобыла преклонного возраста на несколько жеребцов. Общаться с ними непросто. Это все же не домашние лошадки, так что с ними надо держать ухо востро и быть очень осторожными. Они и лягаются, и кусаются, еду выпрашивают настойчиво, иногда даже навязчиво. И как тут люди живут, зададитесь вы вопросом. На кусочке песчаной пустоши, зажатые большой рекой и холодным морем, когда прежде чем выйти из дому, надо лопатой отогнать от порога дикого жеребца, засыпаемые песками и продуваемые штормовыми ветрами. Но вот радостное для моего сердца наблюдение. Люди здесь живут, даже строят новые дома, следят за старыми, деревня отнюдь не умирает и не заброшена. Есть продовольственный магазин с вполне достойным ассортиментом, а еще все, кого мы здесь встречали, вовсе не были стары. Собаки по-хозяйски приглядывают за своими дворами, ласковы и радушны, да и люди здесь живут простые, порядочные, открытые, никто не провожает злым взглядом, наоборот, и поговорят, и порасскажут. Даже в арктической пустыне свое дело и семья – вот и все, что нужно человеку. Кто-то скажет безрадостное, сложное, одинокое место, но оно будет жить до тех пор, пока там, где все видят угрюмую обыденность, кто-то один по-прежнему видит нечто священное. Что-то есть здесь особенное, будто тому, кто захочет, и здесь тоже раскрывается душа русского севера. И ты говоришь: «Хотел бы, силюсь понять тебя», а он как бы отзывается шепотом: «Попробуй».